Всем привет, вы на канале Дифи, это новый ролик по игре Drag Racing уличной гонки. Сегодня первый день зимы, с чем нас и поздравляет ассоциация гонщиков и вручает нам вот такой вот новый сезонный ящик, он называется Зимний. Сейчас посмотрим на его содержимое, откроем, также посмотрим еще на новый контракт, так что с вас лайк, подписка на канал, если вы вдруг не подписаны. Ссылка на мои соцсети есть в описании под роликом, а я вам желаю приятного просмотра и давайте начинать. К слову, данный месяц будет полон всяких сюрпризов. Мы получим еще, скорее всего, не один такой ящик. Еще будет, скорее всего, одно последнее обновление в этом году. Так что будем ждать. Ну а пока что имеем? Мы имеем зимний ящик. Надо его забрать с почты, посмотреть на его содержимое. Скажем, летний ящик был неплохим. Осенний чуть-чуть подкачал. Интересно, что запихнули в зимний. Внешний ящик выглядит неплохо, продать его на рынке, увы, нельзя. И по содержимому, что тут? X, Forest, Camry, Crown, пока не впечатлило. Волга и все, и Audi RS2. Наверное, из самого интересного это купоны из баксов, которые выпадут, и нитро. Насчет автомобилей ящик реально подкачал. Ну что тут хочется, чтобы выпало? Скорее всего, я, наверное, хотел выбить отсюда Camry, но в целом ни один автомобиль мне не нужен из этого ящика. И реально вот только рад купонам с баксами. Все остальное, ну такой вот Camry, да. Еще, ладно, пусть будет. Все остальное, ну, не вижу смысла. X5 есть, Forest могу купить. Crown мне вообще не сдался, а падает мне вообще Волга. В J-классе и что с ней делать вообще пока не ясно. Пишите в комментах, что вам выпало из этого ящика, мне будет очень интересно почитать. В общем, зимний ящичек открыли, честно, ну, каких-то особых эмоций он меня не вызвал. Сам ящик не столь интересен. Выпала из него Волга, Волга мне по факту не нужна. Лично я не заинтересован в ее прокачке. Ну, это не все, ради чего мы собрались. Еще нас ожидает контракт, на который мы посмотрим. Называется он «Новый год», и давайте на него посмотрим. Контракт рассчитан на 30 дней, это значит, что наград будет на 150 уровней. Среди наград, как обычно, монеты, чертежи, купоны с нитро, купоны с топливом. И в самом конце, вот в самом конце контракта за 150 уровень мы получим ящик удачи. В целом стандартные награды, ничего особенного я здесь не увидел и не заметил. Но то, что мы ждали, то, что мы очень ждали, нам запихнули в награды. И это Lamborghini Urus Performante. Это новый топ М-класса, новый топ двигатель М-класса. Это тот автомобиль, который реально мы ждали очень долго, лично я его очень ждал. И давайте зайдем в конфигуратор и посмотрим, что из себя представляет Urus по характеристикам. Напомню, Urus у нас находится в М-классе, кто не знает. Давайте нажмем кнопочку «Начать сборку». И сначала хотелось бы оценить внешку данного автомобиля. Она не оправдала никак мои ожидания. Мне казалось, что все грани в автомобиле будут более плавные, более выделенные. Очень подкачала оптика, особенно передняя, она слишком броская в глаза. Так же самое и задняя. Да, в целом автомобиль схож с Урусом вот вполне, но вот есть детали, которые хотелось бы доработать. Но тем не менее, и так Урус очень мне нравится, и я его буду в скором времени собирать. Очень красивая машина, я думаю, вы со мной согласны. Свое мнение насчет Уруса напишите в комментариях. Ну а что по характеристикам? Это полный привод, в стоке на 8-ступке, 274 лошадиных силы на тонну, мощность двигателя 591 лошадка, объем двигателя 4 литра с максимальными оборотами 8000. Зацеп в стоке 50, масса 2 тонны 159 килограмм с развесовкой 42 на 58 и лобовое сопротивление 0,33. Это очень хорошие характеристики для М-класса. Но прежде чем сравнивать с рамом и говорить, в чем Урус его превосходит, давайте еще посмотрим на обвесы. Обвес на этот автомобиль имеется в стоке, в стрите и в спорте. Честно, обвесы стрит мне вообще не зашли, вообще не вкатили. Мне кажется, игроки будут юзать обвесы спорт, либо же сток. Вот в спорте и в стоке еще автомобиль неплохо смотрится. Стрит, ну, как по мне, чуть-чуть подкачал, хотя я думаю, и стрит тоже кому-то будет заходить, и в стрите он тоже будет нравиться.
но вы можете написать свое мнение, в каких обвесах он вам нравится. Но по мне, как по мне, вот сток это самое то для Уруса. А теперь давайте сравним нынешний топ с бывшим топом, да, с Dodge Dharma SRT. Чем они отличаются? Во-первых, Урус превосходит данный автомобиль за счет того, что он полноприводный. По мощности двигателя Урус тоже превосходит, так же само как и по оборотам. Масса Уруса меньше и лобовое сопротивление тоже меньше. Единственное, в чем не выигрывает Урус, это в объеме двигателя. Да, объем двигателя у Уруса не столь большой, но все же в стоке Урус будет объезжать 100% Dodge Ram. И это новый топ. И сейчас хотел бы убедиться, что это новый топ-двигатель. Для этого проводим свап в М-улицу. И сейчас накинем на Урус двигатель от Рамы, посмотрим, что будет. И накинем двигатель от Уруса в Урусе. И тоже посмотрим, что из этого выйдет. Заходим в двигателя, и осталось лишь найти эти два двигателя. От Уруса он самый последний, а вот где двигатель от Рама, пора искать. Так, Финик, Кайен, а вот и двигатель от Dodge Ram. Он нам дает всего лишь 506 лошадиных сил мощности. Дает он нам побольше момента, нежели тот же мог дать двигатель от Lambo. У него больше объем, но меньшее количество оборотов. И мне кажется, что очевидно, что двигатель от Уруса будет лучше, потому что мощности он имеет больше. А это значит, что теперь новый двигатель для свапа в М-улицу стоит ставить от Уруса. И мы узнали, что это новый топ и новый топ-двигатель. И вдруг у вас появилось теперь желание его собрать и не выполнять контракт. Что можно сделать? Можно на него задонатить в банке. Акция будет действовать еще 2 дня. И честно, я бы с радостью задонатил, но, увы, такой возможности нет. Так бы, конечно, показал вам бы Урус, собрали его вместе. И чтобы у меня не было больше таких проколов, вы можете меня поддержать и стать спонсором моего канала. Конечно же, если у вас есть такая возможность. Ведь если у меня будут спонсоры, я буду делать еще более качественный контент, так что ссылочка на спонсорство в описании. Ну и для вас знак того, что если вы ждали, у вас есть такая возможность, вы можете себе приобрести такой вот Урус. Урусы, кстати, уже едут в топ. Я вот недавно заходил, посмотрел и заметил, что в М-классе на 3-м месте уже стоит Lamborghini Urus в топе. Он прокачан на 1480 лошадок. И внешне он мне очень понравился, как он тут сделан. И, в общем, это еще одно подтверждение, что Урус едет в топ. На вашем месте я через «Не хочу» начал проходить контракт, ибо Урус, скорее всего, потом запихнут в турнирный автосалон. А пока у вас есть возможность его получить бесплатно, реально проходите контракт. Надеюсь, ролик вам понравился. Мы открыли зимний ящик, посмотрели новый контракт. Хотелось бы, чтобы вы его оценили лайком. Вдруг не подписаны, реально подпишитесь. Ну и всем спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, Дифи. До новых встреч. Пока-пока.